Друзья мои, всем привет! В Китае 6 утра. Специально вырвались в такой ранний час, чтобы получить красивые кадры и показать вам автомобиль Антона. Антон, привет! Вот мы и добрались до твоего места проживания, да? Это ты вот здесь живешь с курочками? Да нет. С удочками? Мы тут нашли очень симпатичное местечко недалеко от нашего райончика. Храм реставрированный. Считаем, что стоит вам показать в кадре чуть-чуть колорита китайского, такого, который уже не современный, а, так сказать, прошлый. Ладно, гусята гусятами. Ну, вернемся к нашей красоточке. Вот автомобиль, который Антон выбрал. И сейчас он нам про него расскажет все. Сколько ты уже за рулем? 8300. 8300 километров получается. За сколько месяцев это? Ну, где-то за 2 с копейками. 2 месяца, да, ребят? 2 месяца мы вас мурыжили. 2 месяца мы вам не говорили, что он купил. Извините нас, пожалуйста. Простите, пожалуйста, ну, так получилось. У нас контента много, и как-то вот в график она не влазила совсем. Антон, ну по чесноку, вот ребятам, подписчикам нашим, да, без всяких там приукрасов, все, давай нам, изложи нам все. Все боли свои, все радости. Болей, так сказать, мало, но они есть. Расскажи, Антон, почему ты выбрал ее? Почему остановил свой выбор на этой машине? Все-таки посмотрели мы с тобой очень много машин. Очень много. Достойных даже было много. У тебя предел был 100 тысяч юаней. Уложился ты в него или нет? Да, уложился. Машина это не 2021 года, не 2020 года даже, она 19 по факту. Но машина новая. Мы ее забрали со стоков у производителя. И из-за того, что это стоковая машина, у нее ценник был на порядок ниже от того, что в принципе официально продается. Ну и вообще свежее 2019 года эту машину не найти. Потому что в 2019 году произошел ребрендинг, они стали переходить на Soul, и с 2020 года уже стали выпускать Soul. У нас на канале есть Soul E20X, вот, и это потом дальше шла 40-очка. Собственно, сейчас можно найти подобный автомобиль, только уже и Soul E40X, и они внешне практически одинаковые, ну по кузову различия только, наверное, перед. Итак, почему все-таки мы ее выбрали, эту машину? Ну, первое, это технические характеристики соответствовали моим требованиям. Это в плане запаса хода и кузова, чтобы был не слишком маленький, но и не слишком большой. Да, и, собственно, может быть, если был бы слишком большой, я взял бы, но его сложно было найти в хорошем дизайне, с хорошими техническими характеристиками в плане запаса хода. Сколько здесь запас хода? Ну, если ты снимаешь машину, ну, отключаешь от зарядки, и у тебя отключен кондиционер, она заявляет аж 419 запаса хода, и эта версия на 61,3 киловатт-часов. Это компьютер заявляет? Компьютер заявляет. А фактически? Фактически я смог проехать без кондиционера на нормальной скорости где-то 410. Но эта скорость, я сразу скажу, не превышала 80 км в час. Это фактически, что я смог, это максимум из нее выжить. 419. В эконом-режиме? А тут, собственно, нет эконом-режима. Ну да, вот в эконом-режиме. То есть есть нормальный режим, обычный, просто режим, и включается эконом. То есть long-range здесь нету, да? Нет, long-range здесь нет. Вот моего любимого, как было в Вишеньке, здесь нету. Здесь нельзя ограничить движок прям по максимуму и быть уверенным, что ты где-то не превысишь скоростной режим и тому подобное. Минимальное, что на ней проезжал, минималка, это было 300. Но в том случае я нещадно эксплуатировал машину, это когда еще у меня не было официальных номеров, когда я мог превышать скоростной режим по трассе, в городе. То есть я прям вот в режиме Давидыча, наверное, гонял, и тогда я накатал 300 на ней всего. Слушай, вот много электромобилей имеет ограничение по скорости, да, там 110, 100. Здесь да. Сколько у тебя? Здесь по паспорту 150, я разогнал ее до 159. Разгон до сотни сколько у нее? Разгон до сотни, но мы с тобой тестировали, да, и в эконом-режиме, и в обычном режиме получалось 9 с копейками. Так, режим эконом, один в машине, погнали.
Обычный режим, не эконом, один в машине. 3, 2, 1. Мы купили прибор специальный для замера скорости, поэтому сейчас наши тест-драйвы будут более информативными. Мы будем проверять заявленные технические данные, обманывают ли нас братья-китайцы или нет. Так что выведем всех на чистую воду. Поэтому что нужно сделать? Подписаться на наш канал и следить за следующими выпусками. А для этого нажать колокольчик. Мы с тобой смотрели очень много достойных машин, которые тоже были в пределах 100 тысяч. Но почему все-таки именно Jack, почему все-таки AS4? Почему не Aion? Почему не Aion, почему не Changan, почему не Neja? Первый автомобиль, который тебе понравился, это был Chery Tiggo E. Да, Chery Tiggo E. Вот прям готов уже был его купить так-то, по большому счету. Почему не он, почему этот автомобиль? Движок 90 киловатт. Прям... А здесь 110. И эти 20 киловатт, они прям сильно чувствуются. И крутящий момент здесь 330, а там где-то 250, что ли, такое. Ну, она тоже резвая была. Но она относительно резвая, да, была. Относительно. Ну, то есть, ну, это пободрее будет. По внешности обе хороши, по мне так. Здесь просто кузов чуть побольше. И все подкупило, наверное, то, что Jack дал мне пожизненную гарантию. На батарейки, на двигатель и на электрокомплектующие. Что обозначает пожизненная гарантия? Пожизненная гарантия, она маленько такая хитренькая. То есть мне нельзя, по большому счету, проезжать больше 30 тысяч километров в год. Ну и нельзя, если я продам кому-то, она уже достанется кому-то уже с 6-летней гарантией. И в каком случае они тебе будут менять батарейку или там что-то? Батарейку будут менять, либо реплейсить, заменять какие-то битые элементы, мертвые элементы, если опустится ниже 70%. Емкости. Ниже 70% емкости. Поездив на Вишне, я понял, что чуть-чуть хочется пободрее машинку, так или иначе. То есть Вишня была первым электрокаром, просто для понимания вообще всей этой ситуации, как с электрокаром жить. Вот это вот, как все говорят, ой, так это же ее заряжать надо, это же вот прямо она где-то встанет по трассе, вот это же проблема там бла-бла-бла-бла-бла-бла. А по факту только одни плюсы, ну, по крайней мере, здесь, на юге Китая, только одни плюсы, я для себя минусов не нашел. Ну, да, иногда приходится минут 15-20 потратить на подзарядку автомобиля. Не 3-5 минут, как до полного бака. С Chery мы разобрались, хорошо. Но Neja, вот то, что ты прям говорил, что это супер идеальный автомобиль. А там сразу же получилось как-то, когда вроде влюбился, вроде все понравилось, думаешь, да господи, всего там 600 тысяч рублей за классную тачку, которая вроде объемная и внутри такая а-ля концепт минималистичный, под Теслу закошен. Ограничение скорости в 105 км в час. И ты такой вспоминаешь, как я на Вишне ездил по трассе, где вроде бы можно 130 ехать, а ты едешь 105. Вообще, честно говоря, я чуть-чуть расстроился после покупки этого автомобиля через пару месяцев. Почему? Потому что выпустили Neja U, это моя первая любовь, 100% электрического автомобиля. И у нее цена уже 21 года, не 19, а 21 за те же самые деньги. Но там комплектация, как оказалось, прям сильно победнее, нежели от той, что предлагается потом выше уже за 130 и за 140 тысяч юаней. Там большое отличие прям по салону, идет отличие идет по, значит, по технике. Ну и опять же, двигатель у Neja U все же послабее. То есть моя такая печаль, я не купил Neja U, потому что там дизайн для меня прям бомбический внешний. Быстренько прошел, и я прям доволен. И все же, почему Jack? Вот, прям вот почему Jack? У нас огромное доверие из-за Вишни вызвало вот километраж. Да, то, что она может проехать заявленный километраж. И по Солу то же самое. То есть компании Jack, это вот совместно с VAG, как-то вроде бы делают почестнее автомобили, что ли. И вот если они говорят, что она 400 там проезжает, то она, в принципе, при скорости в средней 85 км в час, трасса плюс город, она 400 спокойно проедет. Вишня Антон называет свою старую машину, это Jack AEV6. Знакомьтесь, свистулька. В дальнейшем, если я буду говорить свистулька, значит, мы говорим об этой. Почему свистулька?
Потому что когда я только получил, у нее шины передние были перекачаны чуть-чуть. И за счет этого при любом старте резком она начинала жестко прокручиваться и свистеть. Ну и плюс по сравнению от Вишни, у нее, когда едешь в тишине в полной, потом же по паркингу, по подземному, чувствуется такой небольшой свист электромотора. Итак, самый, наверное, интригующий вопрос, это по клиренсу. Все же это переделка с бензинового автомобиля, и в принципе мы не нашли четких данных в интернете. Менеджеры тоже не очень-то об этом все хорошо осведомлены, поэтому у нас есть линеечка, по которой мы измерим клиренс. Давайте посмотрим. Где-то в интернетах пишут 14, где-то пишут 20. Есть ли какая-то золотая середина, сейчас мы проверим. Так, 17-18 сантиметров. Ну, плюс посадка водителя до 16, скорее всего, это точно. Значит, батарея здесь трехлитиевая, это тройная литиевая батарея. Производитель непосредственно джаковский. Батарея, значит, с водным охлаждением и также с подогревом. То есть, в принципе, эксплуатировать где-то в каких-то экстремальных условиях либо на юге, на севере машина абсолютно предусмотрена. Цветовая гамма у производителя не такая уж и широкая, всего 3 цвета на выбор. Это синий, белый и красный. Ну и также дополнена двухцветка, чтобы верх был темный. По оптике здесь достаточно все современно. Значит, используются габаритные огни светодиодные спереди и сзади. Ближний и дальний свет линза. Ну и при повороте налево или направо активируется противотуманная фара, которая подсвечивает вам направление. Задние фары меня достаточно впечатляют. Дизайн по мне так прям какой-то такой, как описывают какой-то драконий хвост. Что такое драконий хвост, я не совсем понимаю, но дизайн мне нравится. Ну что, ребят, заглянем под капот. Компоновка элементов достаточно стандартная. Автодоводчиков нету. Никаких этих газовых упоров тут нету. Есть обычные рычага, но автомобиль, сами знаете, не 2 миллиона стоит. Значит, здесь все по классике, все хорошо. Качество ваговское. Кузов оцинкован, местами есть грунтовка. Шумка здесь стоит, это явный плюс. Кто бы что ни говорил, что электромотор он бесшумный, но кондиционер бывает подшумывает. На скоростях все равно электромотор, если мощный, то его слышно. Поэтому шумочка элемент важный. Есть минусы, ребят, есть минусы. 8 тысяч километров. Всего 8 тысяч километров. Защита на батарейке, я не знаю, какая-то защита, но такая какая-то а-ля резиновая. Смотрите, что с ней происходит. То есть она вот тут отошла. Приехал я к производителю, он говорит: да, братан, нормально все, что ты? Я говорю: ну подмажь, ну чем-нибудь. Вот они тут замазали гудрончиком, тут что-то подклеили. А в целом вот там в основном все хорошо. То есть где-то вот здесь в начале, то ли ветром, то ли, скорее всего, дождем. Когда вот едешь, это все отбрызг, как-то ее завернуло. Подвеска в целом стандартная для машины такого класса. Это спереди Макферсон, сзади торсионная балка. Дисковые тормоза спереди и сзади. Спереди вентилируемые. Вместимость багажника невероятная. 2 Антохи. А если сухими цифрами обойтись, то объем багажника 520, при сложенных сиденьях 1050. Есть приятный бонус к этому ко всему. Во-первых, это шторочка. Она идет в стандарте. Бонус приятный. Это нехилая такая ниша, в которой, как видите, очень много всего у меня тут лежит. А при желании можно эту нишу достать, и проложить сюда шумочку и сделать качественный еще один такой подпольный багажник. Либо все-таки положить сюда полноценное колесо и быть более уверенным на дорогах. Значит, движок у нас идет на 110 киловатт. Номинальная мощность 40. Очень хорошее и важное значение. Здесь есть такая фишечка, как открывание лючка. Но при включенном автомобиле, так сказать, который готов к поездке, он не сработает. Выключаем питание, и тогда только машинка открывается. Как и с предыдущим моим автомобилем от компании JAC, лючок сделан достаточно добротно, но хочу сказать, хуже. Там было прям
фиг оторвешь. Здесь же можно. Здесь пластмасса, а там было что-то наподобие алюминия. Из минусов хочу сказать, что подсветки нет. Могла бы быть, но ее тут нет. Порты стандартные для Китая, для быстрой зарядки и для медленной зарядки. Значит, как показала моя личная практика, при 3,5 киловатт подачи часов машина заряжается где-то 17 часов до полного заряда. Для меня это было небольшим шоком, потому что до этого вишня у меня была с объемом всего 20 киловатт, и у себя на парковке она у меня всегда заряжалась за определенное короткое время. И в первый раз, когда она у меня практически была разряжена в ноль, я ее поставил на зарядку и думаю, сейчас я с утречка на полном заряде, потому что я думал, что у нас 7 киловатт-часов подача идет заряда, но оказалось 3,5. Поэтому желательно использовать 7. Кстати, производитель снабжает изначально блок станцией, которая выдает на 7 киловатт в подарок приобретенному автомобилю. Fast Charge меня приятно удивил. В Шэньчжэне есть сеть зарядных станций, которая подает аж до 220 ампер. При таком случае у меня машина буквально за 10 минут набирала до 100 с копейками километров. Пороги. Ребят, с порогами тут не все так круто. Хотелось бы, чтобы они были закрыты полностью, но, к сожалению, вот так. Попачкаться можно. Посадка по сравнению с вишней здесь мне намного больше нравится. А все почему? Потому что все же руль здесь скошенный, и регулировка сидения здесь достаточно большая. Ребят, важный момент. Те, кто выбирает этот автомобиль для себя, а таких много, мы читали ваши отзывы, комментарии, знаем. Обратите внимание, что версия на 61 3 киловатта-часов не снабжается камерой 360 градусов. Ее нету. Поэтому некоторые блогеры говорят, вот у нас пришла машина с камерой 360, все дела. Нету там камеры 360. Откуда они ее взяли, непонятно. Здесь стоит обычная камера заднего хода. Качество достаточно неплохое. Особенно при свете дня нормального. Ну и в ночи тоже мне ее хватает. Парктроники здесь также стоят. Всего 4 штуки. Отрабатывают хорошо. Значит, экранчика здесь основных 2. Это мультимедийный. Он, к сожалению, не русифицирован, ну и даже английского языка тут нет. Кто-то говорит, что можно перепрошить. Верю, потому что на одном из обзоров где-то в Нидерландах там стояла английская прошивка с версии тест. Я написал производителю, он говорит, сделаем, но это сделаем уже длится очень давно и долго. Поэтому пока ничего не могу сказать. Как только если я накачу, мы обязательно снимем с Лешей краткий обзор о том, как это сделать. Здесь расположена, так сказать, горячая клавиша. Можем ее менять на любое другое устройство. Допустим, хочу, чтобы на любое другое приложение. То есть хочу, чтобы здесь была, допустим, настройки. Все, встали у нас сюда настройки. Теперь, когда нажимаем настройки сюда, да, попадаем в настройки. Кто-то говорит, что вот эта вот штучка под названием J-Link дает вам много плюшек. Нифига она не дает, кроме как покупки вот таких приложений, как Kugo, Music, еще какой-то Music, просмотра видео, в общем, онлайн мультимедиа. Основной, самый большой минус, что сюда нельзя накатить приложения, никакие. Тупо вот этот разъем USB-шный. Этот разъем USB-шный, он не видит приложения. Да и не все форматы видео, в отличие от моей предыдущей вишни. Основную информацию для вас удобную, опять же, можете переносить. Вот так вот удобненько, да, где, как вам нравится. Сенсорные кнопки внизу информативные. Можно чувствительность либо увеличить, либо уменьшить. При выключенном автомобиле их не видно, потому что они подсвечиваются. Основной экран водителя. Здесь можно менять темы. С этой стороны карта отображается. Здесь режим рекуперации автомобиля. Данные о пробеге, рекуперация и карта. В меню английский язык. То есть английский язык здесь даже не только английский. Здесь язык еще и
испанский, португальский, арабский, ну и китайский. То есть почему не перенесли это то же самое на мультимедийный экран, непонятно. Из полезного, что здесь я использую, это Speed Alarm. То есть когда я превышаю скорость 135, машинка начинает сигналить, напоминает мне о том, что я хулиганю. А дальше есть информация, значит, о давлении в шинах. Как правило, она активируется после 2-3 минут езды, сразу же показывает. Значит, здесь все просто, все понятно, круиз-контроль. Ребята, круиз-контроль, не ведитесь! Кто покупает автомобили из Китая, уточняйте, пожалуйста, что эта версия не на 66 киловатт-часов. Только версия на 66 киловатт-часов имеет камеру 360 градусов, адаптивный круиз-контроль и функцию о предупреждении покидания вашей полосы. То есть на версии 61,3 киловатт-часов такого нет. В помине обычный круиз-контроль, в котором можно устанавливать режим скоростной. Многие поставщики, даже есть блогеры, которые уже привезли машину на версию 61,3 киловатт-часов, говорят, версия с адаптивным круиз-контролем, там удержание в полосе. Бред. 61,3 это лимитированная версия, которой запихнули хорошую батарейку, основные функции и хороший прайс. Все. Плюс люк. Так, ну здесь все стандартненько. Значит, эта кнопочка отвечает за круиз-контроль. Это сброс круиз-контроля вниз, это установка его непосредственно, скорости набрали там 90 км в час, вниз опустили, она у вас активировалась. Вверх-вниз, потом уже подбираете скорость. Здесь переключение треков вперед-назад, и это переключение между мультимедией, между, допустим, там Bluetooth телефоном и радио, либо флешечка. Значит, здесь в основном все стандартно. Это у нас идет переключение тем, это попадаем мы в меню. Да. Ну и, собственно, нажимаем посерединке, это мы попадаем уже в подменю. То есть это звуковое сопровождение и выход. Лепестки стандартные, расположены достаточно удобно, никуда тянуться не надо, все под пальчиками. Здесь вот есть интересный такой режим, значит, вот этот режим, он зависит, дворники работают не от дождя, какой он там сильный либо слабый, а непосредственно работает от скорости движения автомобиля. Фича прикольная. Значит, здесь тоже все понятно, есть автоматический свет, работает он, активирует он свет, допустим, в туннеле моментально, быстро, нет каких-то задержек абсолютно, попал в темную зону, включился. Либо мы можем включить просто габаритки, это уже ближний, дальний сами. Ну, я в основном пользуюсь автоматом. Регулировка зеркал. Минус, что нельзя сложить. Я думал, ну как-нибудь, может быть, есть автоматические, ну никак. В общем, не складываются зеркала, только ручками. Регулировка руля только по ходу вверх-вниз. Ход, как у вишни, маленький. Слава богу, руль скошенный, поэтому посадка более-менее удобная. По вылету на себя нету. Значит, качество исполнения материалов на уровне. Где-то используются элементы кожзама. Очень приятного, хорошего кожзама. Явно не кожа. Не может быть здесь кожа однозначно, поэтому кто-то, когда говорит кожа, ребятки, упоминайте, что это кожзам. Здесь, значит, вставочки тоже такие с кожаными элементами. Здесь тоже ничего такого глобального не скрипит. На ходу-то однозначно не скрипит никак. Пластик здесь, как поговаривают, ваговский. По мне так чуть получше, чем ваговский. Ребят, ну а если вы думаете, что я выбирал автомобили там по каким-то техническим данным, мотора, батарейки, бред. Все же знаете, полторашка должна влазить. Еще один минус в копилку Джака FS4 это регулировка сидений. Здесь только у водителя в двух направлениях. Вперед-назад, вниз, вверх. В третьей плоскости по наклону ручки, уже наклону сидушки, пожалуйста, ручками. Ну и как вы уже все знаете, если вы не у руля, то решайтесь несколько благ. Здесь их нет вообще. То есть регулировка здесь только непосредственно ручками. Во всех плоскостях. А не тоже, в смысле во всех. Только в двух. Вперед и по наклону. Вперед-назад и по наклону. Значит, ну, в принципе, зато сидушки здесь достаточно комфортные. Даже в отличие от того же Hongqi, мои пухлые ляжки здесь поместились достаточно комфортно.
Человек я не самый высокий, 1,77 м, но, как видите, сам за собой сижу очень комфортно. Давайте посмотрим, каково будет мне сидеть с моими длинными ногами, потому что в прошлой его машине мне было жутко неудобно, и я прям не хотел даже садиться за руль. О, нормально. Нога пролезает, все хорошо, все комфортно. Представим, что я еду на длинную дистанцию, и я решил взять... Прям максимально сел комфортно. Это да, комфортно прям Окей, очень хорошо. Давай. Вот, то есть там я сел максимально комфортно, и здесь еще запас даже есть. Нормально, нормально. Автомобиль проверку моими ногами прошел. Рассказывать про задний ряд здесь, собственно, нечего, по большому счету, потому что подлокотник здесь отсутствует, подстаканники тут отсутствуют. Есть пару USB-шек на 5 вольт, 2,4 ампера. Дизайнеры данного автомобиля позаботились о водителе и свет занесли за такую небольшую, значит, впадинку. Поэтому, когда детки у меня едут здесь со включенным светом, меня это никак не беспокоит. Абсолютно. Ребятушки, раз мы уже заговорили о потолке, давайте посмотрим на люстру и на люк. На люстре есть, значит, свет при открытых дверях, свет полностью включенный, да, в автомобиле. Также есть подочечник. Из минусов. Люстра у меня, по крайней мере, она чуть-чуть расхлябана и издает неприятный скрип во время проезда по каким-то ухабам, либо по трясучим, по ямкам. В общем, люстру надо бы доработать, но ручки никак не доходят. Такое ощущение, что если подсунуть так бумажку, она будет нормально. Козырьки стандартные, без подсветок. Зеркала в обоих козырьках есть. Люк, шторка открывается только ручками. Есть на проветривание, ну и, соответственно, полностью открытие. Еще раз скажу, версия на 66 киловатт-часов имеет панорамную крышу, версия на 61,3 и ниже только люк. И то версия на 55 киловатт-часов не всегда есть люк. Подогрев передних сидений здесь есть, но продува здесь нет. Так что если кто-то вам заявляет о продуве, об обдуве, забудьте, только подогрев. Так, ну из ниш удобств здесь два подстаканника без упоров, здесь под ключ непосредственно, да. Здесь у нас еще какая-то ниша, сюда можно тоже всякий хлам бросать. Здесь в подлокотнике достаточно глубокий такой кармашек. Подлокотник регулируется по вылету. Бардачок, на мой взгляд, достойный. Тут у меня несколько папочек лежит. Насчет подушек безопасности, их количество в автомобиле, к сожалению, я не уверен. Автопроизводитель заявляет мне, что их 6, я думаю, что их 4. То есть из фактических это явно 2 спереди и боковые. Что касательно радиуса разворота, в метрах я вам точно, ребят, не скажу, но на 2,5 полосы однозначно. Подвесочка мягкая. Я бы сказал, даже не жесткая. Давайте пособираем люки. Они у нас тоже на дорогах есть. Не переживайте. Не только в СНГ. По шумоизоляции, мое мнение, достойно автомобиля такого класса. Могло бы быть лучше, так всегда может быть что-нибудь лучше. Касательно, значит, колонок мультимедиа, да, музыки, мне вполне хватает и басов, и высоких частот, собственно, всего. Количество динамиков здесь 6. Пищалочки в стойках, в передних и задних дверях. Ну что, ребят, а на этом наш обзор подошел к концу. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что остаетесь с нами, и спасибо, что пишете комментарии под нашими видео. Благодаря этим комментариям мы понимаем, что интересно нашей аудитории, и стараемся двигаться именно в этом направлении. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.